Салют, people! Ну что, сегодня посмотрим, как ноутбучная RTX 3060 не совсем законно оказывается в готовых сборках ПК и майнит. Глянем на свежую инфу о видеокартах AMD Refresh серии, поглядим, как блокируют криптоактивы россиян, причем не только на биржах, но и в нейтральной Швейцарии, ну а под конец скажу пару интересных игровых обновлений у компании Blizzard. Прямо под носом у Nvidia некоторые китайские OEM-производители, подчеркиваю OEM, производят карты для настольных ПК, которые оснащены графическим процессором ноутбуков RTX 3060. Ну и многие скажут, ну и что? А то, что они отъезжают сразу в майнинг. Да, друзья, OEM-сборки, казалось бы, готовые сборки ПК. В итоге это либо происходит без ведома Nvidia в определенных масштабах и давно, либо же происходит недавно. Но так или иначе, информация о всем этом мероприятии появилась совсем недавно на китайском веб-сайте CNBeta. История же сама гласит, что видеокарточка RTX 3060, которая должна быть в ноуте, ставится в готовые сборки ПК, что в итоге провоцирует лучший хешрейт. Ну, потому что в ноутбучных видеокартах нет никакого ограничителя для майнинга LHR. И в итоге эти OEM карты с поддельным логотипом Nvidia оснащены системой охлаждения с двумя вентиляторами, стильной задней панелью и одним выходом HDMI. То есть, если бы не один видеовыход, в принципе, казалось бы, ну карта да как карта, хрен да отличишь. В итоге, сами же видеокарточки продаются на китайских веб-сайтах по цене от 540 до 570 долларов США и барабанная дробь оптом. А это указывает на то, что сей бизнес отлично процветает. Ну и софта для самого же майнинга определяет графические процессоры как варианты для ноутбуков. И это демонстрирует CUDA ядра, в котором количество штук составляет 3840. И если кто вдруг не в курсе, то это на 7% больше, чем у настольного варианта. И плюс, да, здесь 6 гигабайт видеопамяти. Ну и в итоге данные картишки обеспечивают скорость хеширования эфира примерно в 50 мегахэша. А это на 38% больше, если мы сравним с обычной RTX 3060 для ПК, но да, с LHR. Конечно, можно задаться вопросом, как это вообще возможно, что неизвестный китайский бренд ну так активно продает графические процессоры для ноутов, причем в качестве модели для настольных ПК, ну который сразу и понятно ориентированы для майнеров. Ну, ответа на это у меня пока что нет, посмотрим, будет ли реакция от Nvidia. И для любителей скидок, игр и софта. На сайте CDK Offers можно купить винду со скидкой. Добавляем в корзину, вводим промокод HUMAN для доп. Скидки. Бум! Цена еще ниже на 20%. Оплачиваем через любую удобную систему. Вводим ключ, пользуемся. Профит. Все ссылочки в описании. Хорошо, за зеленых мы поговорили, давайте теперь пару слов о AMD. Итак, по слухам проверенного источника, AMD уже в апреле 20-го, ну или 21-го должны выпустить видеокарточки RDNA 2 Refresh версии. То есть на повестке дня нас ожидают три карты RX 6950 XT, 6750 XT и 6650 XT, каждая из которых будет оснащена более быстрой памятью GDDR6 на 18 гигабит в секунду. И более того, есть еще информация, что, ну скажем так, самая медленная модель AMD RDNA 2 под названием RX 6400, которая будет на базе графического процессора Navi 24, может уже выйти на рынок DIY, то есть do it yourself, собери сам. В принципе, если говорить по чесноку, то эти карты уже есть, но они доступны только системным интеграторам и OEM производителям. Ну то есть карточки идут в готовой сборке. И кстати, это единственная низкопрофильная модель без разъемов питания во всей серии Radeon 6000. Что же касается самой линейки Refresh, то именно флагманская модель RX 6950 XT, но она предположительно должна составить конкуренцию грядущей модели GeForce RTX 3090 Ti, которая должна выйти, по-моему, под конец вот как раз таки марта. Ну, мы ее еще пока не видели, поэтому гипотетически. Тем не менее, карта RX будет иметь не только более быструю память на 18 гигабит в секунду, но и повышенная TDP-шка до 350 Вт. Это, напомню, на всякий случай на 50 Вт больше, чем ванильная версия. А вот RX 6750 XT и 6650 XT, о них известно мало, ну только то, что они тоже обладают памятью 18 гигабит в секунду, ну и из-за этого, я полагаю, энергопотребление тоже тут будет больше. Так, ну, немножко майнинга мы с вами затронули, когда сказали о RTX 3060, но на этом, ребятки, пока не все. Вы должны понимать, что ныне криптовалютная биржа Coinbase уже заблокировала более 30 тысяч кошельков россиян. А представители американской компании утверждают, что речь идет о тех счетах, которые участвуют в незаконной деятельности. Ну, кто как решает, какая деятельность считается незаконной и в чем она выражается, пока что мало кому понятно. А сама дирекция биржи при этом молчит. А, естественно, сами пользователи вообще не недоумевают,
что произошло и почему. При этом генеральный директор самой Coinbase несколько дней назад заявлял, что никаких блокировок кошельков по принципу русский не русский не будет ни в коем случае. Но в итоге почти 30 тысяч российских вкладчиков оказались наказаны. И похоже, что блокировке подверглись все счета, которые так или иначе связаны с компаниями из России, ну или с лицами, в отношении которых Америка ввела ограничения. И более того, криптовалютная площадка не только закрыла все кошельки, но и сообщила данные их владельцев представителям правительства США. Ну а сами власти США считают, что россияне на фоне этих всех волатильностей курсов решили использовать крипту как самый верный способ сохранить сбережения. Но, по всей видимости, это сделать не получится на бирже Coinbase как минимум. Собственно, наверное, и на многих других. И вот, организации в лице UPBit, CoreBit и BitHump уже ввели ограничения против всех российских кошельков криптовалют. Но ни одной биржей Coinbase мы едины. Согласно официальным заявлениям Федерального совета Швейцарии, уже вскоре в закон добавят возможность блокировки криптовалют активов лиц, которые находятся под американскими санкциями. И вот здесь чиновников и поджидает одна из главных проблем. Оказывается, что российские пользователи могут укрыться в виртуальных метавселенных. Эти меры давно набирают популярность, и одна из них является Decentraland, которая принадлежит швейцарским, между прочим, это главное, разработчикам, и очень сильно привлекает огромные инвестиции. Если вы вдруг не в курсе, что такое вообще метавселенная, NFT, то вот можете глянуть эти два ролика на моем втором канале. Я там все разжевал от А до Я понятным языком. Так вот, в последнее время туда вливают миллионы долларов, и поэтому правительство страны полагает, что это могут быть российские миллионеры. Звучит, конечно, ну, так себе правдоподобно, но тем не менее. Поэтому появилось требование, согласно которому представители Decentraland просто обязаны ввести блокировку пользователей из России и Беларуси. Но оказалось, что это практически невозможно. Разработчики сообщили, что они не пойдут на такое. Ну просто потому, что это противоречит всем принципам свободных криптовалют. И более того, блокировка российских пользователей крайне затруднительна. Ну вот смотрите, могут же найтись люди, которые находятся там в Европе, в Штатах, да где-либо еще, которые либо создавали свои аккаунты из России, либо просто пользуются обычными VPN. А куда тут VPN кого забредет, ну это уже вопрос. Да и вообще идентификация тех людей, которые не используют биржи и централизованные криптосервисы, она практически невозможна. Ну и давайте под конец немножко разбавим тематику. Смотрите, недавно в своей новостной публикации Blizzard сообщила, что 19 апреля представит для World of Warcraft новое дополнение. Деталями аддона разработчики пока что не делятся, но рассчитывают, что игроки оценят обновление под названием «Конец Вечности». Как-то символично звучит даже под наше время. И более того, Blizzard уже подтвердила, что работает над проектом во вселенной Warcraft. Подробностей пока еще тоже нету, как и с дополнением для WoW, но компания обещает, что полномасштабная презентация состоится уже в мае. Ну а есть более подробная информация, что 15 марта для Hearthstone анонсируют очередное дополнение. И это, кстати, первое из 3, которое запланировано в этом году. Ну что ж, друзья, на этом для вас у меня на сегодня все. Спасибо вам за поддержку на Патреоне, спасибо вам за поддержку в донатах. Но с вами, как всегда, был Human, и, как всегда, у кого есть возможность, кайфовой вам игры.